переехал в Испанию, то я уверена, что ты сделал хотя бы одну из этих ошибок. И да, я знаю, это не понаслышке. Я сама прошла этот путь. Привет, меня зовут Наталья, много лет живу в Барселоне и каждый день помогаю русскоязычным адаптироваться здесь без лишнего стресса. Сегодня я покажу топ-5 ловушек, в которые попадают все новички, и расскажу, как их избежать, чтобы сэкономить время, нервы и деньги. Досмотри до конца, там я дам тебе чек-лист, который ускорит твое привыкание к Испании. Напиши в комментариях, на каком ты сейчас этапе. Только планирую переезд, уже в Испании, но все еще сложно. Живу давно, но хочу лучше влиться. Это мне поможет делать контент именно под тебя. И не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые видео. И нажми на лайк. Так это продвигает контент и мотивирует меня создавать еще больше таких видео. А теперь давай разберем самые частые ошибки, которые я вижу у своих учеников и знакомых. Честно, почти каждый, кто переезжает сюда, наступает на эти грабли. И первая ошибка может тебе стоить нескольких лет жизни в Испании. Ошибка номер 1. Думать, что испанский выучится сам. Это, наверное, самая дорогая ошибка в Испании в прямом и в переносном смысле. Я знаю людей, которые живут здесь 5-7 лет и все еще не могут оформить посылку на почте самостоятельно, без использования Google Translate. И дело не в том, что они ленивые. Просто они верили в миф, что я же живу в Испании, язык как-то сам собой впитается. Но правда в том, что язык не впитывается, если ты не создаешь систему. Есть даже исследования, взрослый человек в новой стране может выучить максимум 50-100 слов случайно, просто слыша их вокруг. И для уверенного общения и жизни в Испании нужно хотя бы 2-3 тысячи активных слов. И вот что происходит, ты вроде понимаешь в магазине, но не можешь сказать врачу, что у тебя болит. Или объясниться в банке, когда тебе нужна помощь. А это значит лишние нервы, лишние деньги и часто упущенные возможности. Совет: хотя бы 10 минут в день учи не учебный испанский из прошлого века, а живые фразы, которые реально нужны именно тебе в твоей жизни. На работе, в магазине, в транспорте. Кстати, сейчас будет вопрос тем, кто уже переехал на ПМЖ в Испанию, кто уже пробовал учить испанский, или вы все еще откладываете на потом. Напишите в комментариях, мне интересно, на каком вы сейчас этапе. И вот когда люди понимают, что без языка сложно, они сталкиваются с другой ловушкой. Даже зная слова, они все равно чувствуют, что живут в параллельной Испании, потому что не понимают, почему здесь все работает так медленно. Или даже наоборот, некоторые моменты неожиданно быстро. Ошибка номер 2 – игнорировать испанские привычки. Многие новички в Испании в первые месяцы своей жизни здесь думают, что испанцы просто медленные или они неорганизованные. Но на самом деле это не про лень. Это скорее про другой ритм жизни. Например, ты приходишь в банк в 14:30, а он уже закрыт. Или хочешь купить что-то в 15:00, а весь магазин на сиесте. Здесь я не беру во внимание крупные гипермаркеты, а скорее маленькие продуктовые магазинчики, которые есть под боком. В итоге ты потерял полдня просто потому, что жил по часам своей старой страны. А еще пятничный ужин в 10 вечера. Это не просто тусовка. Это абсолютно нормальная привычка. В Испании обедают поздно, работают дольше вечером. Поэтому бюрократию лучше всего решать именно утром. Есть интересный факт. По данным Испанского института статистики, более 60% деловых встреч здесь начинаются после 10 утра, а пиковая активность на улицах города ближе к 9 вечера. Если ты это не учитываешь, ты просто все время не в такт стране. Мой совет: не пытайся переделать Испанию под себя. Подстрой свой график, но под нее. Это сэкономит тебе кучу времени и нервов. И вот случается самое интересное. Даже если ты уже начал подстраиваться под испанский ритм, в голове все равно остаются привычки из дома. И именно они часто становятся причиной самых долгих и дорогих ошибок. Ошибка 3. Пытаться все делать как дома.
Например, у меня была клиентка, которая пыталась 3 месяца снять жилье, но делала она по нашим правилам. И за 3 месяца так и не смогла этого сделать. Она искала по своим критериям. Ожидала, что хозяева будут вести переговоры так, как у нас. И потом возмущалась, что ей никто не перезванивает. Однажды после общения со мной она в итоге поняла, какие ей нужны документы и даже какие фразы лучше всего употреблять. И что вы думаете, она решила этот вопрос всего за неделю. Почему так? Да потому что в Испании есть свои неписанные правила. Где искать, в какое время звонить и даже как правильно здороваться с арендодателем, чтобы он тебе доверял. И если делать все по-нашему, это как пытаться выиграть в игру, не зная ее правил. Даже в мелочах сначала спроси, а как это принято здесь? Это сэкономит тебе много времени. И даже когда ты уже научился играть по испанским правилам, остается одна скрытая ловушка. Она не про документы и не про язык. Она про то, что люди думают про тебя еще до того, как ты сказал первое слово. Ошибка номер 4. Не знать базовые культурные коды. Можно говорить на испанском, понимать меню и справляться в банке, но все равно чувствовать, что ты чужой. Часто дело не в словах, а в самих культурных нюансах, которые мы попросту часто не замечаем. Например, ты пришел на встречу, первым делом начинаешь обсуждать работу или документы. А для испанцев это выглядит как сухой или даже холодный подход. Они ждут, что ты сначала будешь с ними 5-10 минут проводить small talk про погоду, семью или футбол. Или ты на собеседовании слишком скромно говоришь о своих достижениях, думая, что скромность украшает. Но в Испании же наоборот, ждут, что ты уверенно заявишь о своих сильных сторонах, иначе подумают, что опыта мало. Даже в обычном магазине, если не поздороваться громким «Оля» при входе, продавец может быть с тобой вежливым, но холоден. Это не про грубость, просто для них приветствие – часть уважения. Совет: учи не только язык, но и контекст. То, что по-нашему вежливо, здесь может восприниматься как холодность или даже неуважение. Было ли у тебя такое, что ты вроде сказал правильно, но реакция была другая? Поделись в комментариях, давай обсудим в следующем видео. И вот тут начинается самое интересное. Даже если ты говоришь на испанском, знаешь, как себя вести и понимаешь местные правила, можно допустить ошибку, которая бьет прямо по кошельку и здоровью. И я видела это столько раз, что каждый раз просто думаю, ну почему еще люди на этом попадаются? Ошибка номер 5 – экономить на нужном. Многие, переехав, начинают считать каждый евро, и это нормально. Но вот беда, экономят не там, где стоит. Например, отказываются подключать медицинскую страховку. Просто потому, что пока еще ничего не болит. Итог: частная консультация за 150 евро, анализы еще на 400. И все в один месяц. И я уже не говорю про престижные частные клиники, где первый ознакомительный визит начинается с 250 евро. Или же снимают жилье с самой низкой ценой, а потом тратят по факту в 2 раза больше времени и денег, и даже на ремонт, и очень часто саму безопасность. Даже крем с SPF 50 – это совсем не пляжная пляж, а необходимость в Испании почти круглый год. Я знаю людей, которые после пару сезонов здесь без него получили серьезные проблемы с кожей и теперь наблюдаются к дерматологу каждый год. В Испании есть 3 вещи, на которых просто нельзя экономить: здоровье, жилье и качество базовых вещей. Потратишь чуть больше сейчас, сэкономишь в будущем. И вот мы дошли до финала. Если ты досмотрел до этого момента, значит, ты серьезно настроен обустроить свою жизнь в Испании. Без вечного опять наступил на те же грабли. И за это я хочу дать тебе бонус, который обычно получают мои ученики на индивидуальных занятиях, либо личных консультациях по переезду в Испанию. Я подготовила для вас чек-лист. Адаптация в Испании за 30 дней. Это 7 шагов, которые помогут тебе влиться здесь без лишнего стресса. Сейчас я расскажу тебе каждый пункт вкратце. Так что бери блокнот или сразу открывай заметки.
Выпиши 10 фраз, которые нужны именно тебе еще до переезда. Например, «Dónde está?» «Где находится?» или «Quisiera?» «Я бы хотел, хотела». И добавляй по 5 новых фраз каждую неделю. Ты заметишь, как уже через месяц ты будешь общаться в быту намного увереннее. Календарь испанских привычек. Знай расписание жизни здесь. Магазины часто закрываются в 14:00. Государственные учреждения тоже. А в августе половина страны уходит в отпуск. Запланируй важные дела в утренние часы и вне праздничных периодов. Топ-5 бюрократических процедур. НИИ, эмпадронаменто, соцстраховка. Выпиши их на лист и делай одну за другой, а не все вперемешку. Это экономит недели времени. Мини-гид по продуктам. Проверь цену не только в супермаркетах, но и на рынках. Иногда бывает так, что овощи и фрукты именно здесь стоят дешевле, и они, как правило, свежее. А также можно иногда даже и поторговаться, а это своего рода практика испанского языка. Районы для старта. Начинай с места, где есть транспорт, магазины, врачи и парки. Это сильно ускорит адаптацию, потому что все нужное будет просто рядом с тобой. Список приложений. Заранее загрузи на телефон Wallapop. Это для твоих покупок и продаж. Cita Previa Salud для записи к врачу. И уже всем известный Google Translate выручает всегда, даже на начальных уровнях. Anti-fail правила общения. В Испании small talk – это часть этикета. Даже в обычном магазине тебя могут спросить «¿Qué tal?». Игнорировать или отвечать очень кратко на такие вопросы, которые касаются семьи, погоды, отдыха и даже личного времяпровождения – это как не захотеть пожать руку при встрече. Так что отвечай хотя бы сухим и коротким «bien, gracias». И это только маленькая часть того, что поможет привыкнуть вам в Испании быстрее. В PDF-версии я собрала для вас 20 фраз, без которых нельзя выжить в Испании. Я собрала самые нужные выражения, которые вы сможете применить с первого дня. Если хотите получить его, напишите в комментариях «España 30», и я вышлю вам лично. А если вы хотите пройти этот путь еще быстрее и без лишних ошибок, приходите на мои индивидуальные занятия. Я дам вам не просто знание языка, а целую систему адаптации в Испании. Плюс личную поддержку до того момента, пока вы не почувствуете себя здесь, как дома. А если вы только планируете переезд, моя команда юристов, адвокатов, бухгалтеров, риэлторов поможет решить все основные вопросы. От оформления документов и поисков жилья до открытия бизнеса. Мы делаем процесс проще, быстрее и без лишних стрессов. Если вы хотите поддержать мой канал, вы можете сделать донат. Ссылку вы видите на экране, а также я ее оставлю где-то в описании. Спасибо каждому, кто это делает. Вы реально помогаете развивать этот канал. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят каждый вторник и пятницу. А также в рубрике «Сообщество» вы найдете полезные слова и фразы на каждый день. И, конечно, присоединяйтесь ко мне в других соцсетях. Там я делюсь новостями из Испании, событиями, бизнес-возможностями и многим другим полезным контентом для тех, кто хочет жить в этой стране. Увидимся в следующем видео, и пусть ваша адаптация будет легкой и быстрой. Hasta pronto!